Это Марти Мальми, один из ранних энтузиастов биткоина. Марти смог исполнить свою мечту. Он продал биткоины, которые когда-то намайнил на своем ноутбуке, уехал в Японию и купил себе там классные апартаменты. Сейчас многие из вас позавидовали парню, только вот сам он об этом очень жалеет. Ведь тогда биткоин стоил всего несколько долларов, а сейчас 55 тысяч биткоинов, которые он продал в 2012 году, стоили бы больше миллиарда долларов. Привет, вы на канале Хакеришка. Должен объяснить подписчикам, что я сменил название канала. Technology свое отслужил. И да, это еще одно видео про биткоин, старое пришлось удалить. Но это видео будет интереснее. Я потратил на исследование темы несколько сотен часов и буду очень благодарен за вашу активность с видео. Спасибо. Биткоин поистине гениальная технология. Его создал некто, кто стоит за псевдонимом Сатоши Накамото. И кем бы ни был этот человек или же группа людей, он просто гений. Невозможно коротко объяснить почему, но я попробую. Биткоин — это далеко не просто электронные деньги, как его обычно описывают. Это нечто гораздо более сложное и крутое. Ведь Накамото создал биткоин децентрализованным. Проще говоря, у биткоина нету кнопки выключения. Остановить его работу почти невозможно. Пока существуют компьютеры, будет и биткоин. И этой системе не нужен администратор, который за всем наблюдает и все контролирует. Сама сеть контролирует свою работу, создает новые монеты, проверяет транзакции и выплачивает вознаграждение. Всего может быть создано 21 миллион биткоинов. Это ограничение, заложенное в его основе, и причина, по которой биткоин часто называют цифровым золотом, поскольку количество золота тоже ограничено. Эта особенность прибавляет биткоину ценность, как технологическую, так и рыночную. Биткоин — это валюта, и не все знают, но биткоин можно делить. Не обязательно покупать целый биткоин, вы можете купить его часть, можно сказать, копейки биткоина. Эти самые копейки называются сатоши. Их назвали так в честь создателя биткоина. Но кто же этот человек? 2008 год. Мир накрыло последствиями ипотечного финансового кризиса. Многие лишились работы. Цена на нефть упала со 140 до 40 долларов. Курс доллара изменился с 25 до 30 рублей. 22 августа. Некто Сатоши Накамото пишет шифропанку Вейдаю, что на основе его идей создал электронные деньги без доверенного третьего лица. Сатоши почему-то не назвал в письме свой проект биткоином, хотя зарегистрировал домен bitcoin.org за 4 дня до этого. Эту фразу я произнес год назад в прошлом видео, и буквально на днях обнаружили новую информацию. Сатоши не называет свой проект биткоином, потому что сам еще не уверен в его названии. За день до регистрации bitcoin.org был зарегистрирован домен netcoin.org. Именно так должен был называться биткоин. И хорошо, что Сатоши передумал. Через 2 месяца он публикует White Paper – легендарный технический документ, описывающий работу биткоина. Там он назвал свою разработку «Биткоин» – одноранговая система электронных денег. Затем Накамото отправил ссылку на White Paper в рассылку шифропанков. 3 января 2009 биткоин был запущен. Сатоши Накамото намайнил на своем компьютере первый блок генезиса, тем самым запустив сеть биткоина. И вот уже 13 лет эта сеть почти непрерывно работает, становясь все более и более популярной, а капитализация биткоина уже превышала $1 триллион. И удивительно, что до сих пор люди находят все новые и новые факты со времен его создания. Например, на днях удалось найти оригинальную версию биткоина 0.1, которая в течение 10 лет считалась утерянной. И похоже, что кто-то приложил руку к тому, чтобы она потерялась, чтобы что-то скрыть. Что именно? Возможно, я расскажу об этом в следующей части. Что же удалось выяснить за эти годы? Очень многое. Например, в момент запуска биткоина Сатоши поместил в первый блок сообщение: «Канцлер готов во второй раз предоставить банкам государственные субсидии». Это заголовок свежего выпуска газеты The Times, что говорит нам о том, что Сатоши Накамото находился в Лондоне в момент запуска биткоина, либо же кто-то из Лондона прислал ему заголовок газеты.
Это интересная зацепка, поскольку мы знаем, что Сатоши Накамото использовал британский английский. Очень грамотно писал и написал white paper по академическим правилам. Поэтому многие предполагают, что он академик или человек из академической среды. Можно сказать почти наверняка, что Сатоши Накамото не является японцем и не живет в Японии. Об этом говорит анализ его активности в интернете и его идеальный британский английский. Сатоши отвечал ближе к концу недели, видимо после работы. Он был весьма небедным, поэтому вряд ли работал по ночам. Наиболее вероятным местом его проживания является Великобритания. Также интересно, что еще при запуске биткоина Сатоши понимал, что биткоин станет цифровым золотом. Сатоши Накамото указал в своем аккаунте дату рождения – 5 апреля 1975. Это важные даты. 5 апреля 1933 гражданам США запретили владеть золотыми монетами и слитками, проще говоря, золотом. Это решение отменили в 1975. Немногим людям знакомы эти исторические факты, чтобы сделать на них отсылку. И сделано на них как будто бы просто для себя, потому что на сайте отображается только количество лет. Дату вычислили путем ежедневной проверки, когда изменится возраст. Значит, Сатоши действительно глубоко увлекался золотом и историей денег, раз знал эти даты наизусть. Также мы знаем, что Сатоши хорошо заранее продумал биткоин. В 2010-м он написал, что с сетью пока не случилось того, что он не предусмотрел. Он писал, что разработка биткоина имела несколько неудачных попыток, а сам он уже долгое время работает над криптовалютой. Он заявил, что на написание кода у него ушло 18 месяцев. У Сатоши Накамото было несколько десятков компьютеров, которые он использовал для майнинга и защиты сети от атак. Новое исследование показывает, что Сатоши Накамото намайнил не меньше 1 200 000 биткоинов. При курсе в $67 тысяч состояние Сатоши стоило больше 80 миллиардов долларов, что делает его одним из богатейших людей. 23 апреля 2011 года Сатоши Накамото отправил последнее электронное письмо. Он написал: «Я занялся другими делами, биткоин в надежных руках Гевина и всех остальных», после чего исчез и больше не появлялся. Один из ранних разработчиков заявил, что Накамото был странным, параноидальным и властным. И, по-моему, это неплохо описывает нашего первого подозреваемого. В 2015-м журналистам изданий Wired и Gizmodo анонимный хакер прислал архив документов. Аноним утверждал, что взломал Сатоши Накамото и знает его настоящую личность – доктор Крейг Райт из Австралии. Он руководит несколькими компаниями, очень образован и имеет несколько степеней, связанных с компьютерными науками. Он опубликовал десятки статей по кибербезопасности, экономике и управлению рисками. Он может писать статьи в академическом стиле и достаточно состоятельно, чтобы купить 50 компьютеров. И если обычно про подозреваемых на роль Сатоши Накамото информации мало, то в случае с Крейгом материала просто слишком много. Да вы только посмотрите на его сайт. Гений, миллиардер, ученый и... пастор. Но если серьезно, пересказать все улики на Райта в этом видео просто нереально. Затрону только самое интересное. В документах Райта быстро обнаруживается еще один человек – американец Дэйв Клейман. Он был очень способным айтишником, его технические навыки описывают как достаточные для создания биткоина. Он был прикован к инвалидному креслу после аварии, долго лечился от заболевания, затем, отказавшись от лечения, стал затворником и занимался компьютерной криминалистикой. Дэйв умер в 2013 году в нищете. Его тело нашли в его доме среди большого количества пустых бутылок из-под алкоголя. Запомним Клеймана. 8 января 2014 года Райт пишет нескольким коллегам письмо, в котором обсуждает с ними вопросы регулирования биткоина. И что бы вы думали, письмо отправлено с почтового ящика Сатоши Накамото. Письмо подписано именем Крейг и имеет прикрепленный номер телефона, принадлежащий Крейгу Райту. Уже даже этого достаточно, чтобы поверить, что Крейг Райт и есть Сатоши.
Человек, мелькающий в документах как адвокат Крейга, подтвердил, что Крейг является его клиентом, но больше ничего, разумеется, не рассказал. В письмах Крейга также содержится намек на создание псевдонима Сатоши Накамото и варианты того, как назвать электронные деньги – биткэш, биткоин. В 2011-м Крейг написал Дэвиду Клейману, что устал притворяться Сатоши Накамото и от того, что разработчики перестали его слушать, и что лучше остаться Сатоши мифом. А незадолго до запуска биткоина он пишет Клейману, что готов достать денег, чтобы вложиться в сотни компьютеров и воплотить свою идею в жизнь. И подобных писем, логов чатов и прочего много, но не спешите с выводами. С Райтом и Клейманом связано несколько реальных компаний, упоминание которых встречается в документах. Первое – W&K Defense Research. В одном из документов бухгалтер Райта называет ее организацией, созданной с целью добычи биткоинов, и утверждает, что Райт и Клейман основали компанию вместе. Еще две компании – Tulip Trust и Tulip Trading. Одной якобы принадлежит 1 100 000 биткоинов, а второй принадлежит суперкомпьютер, который занимал 15 место по мощности. Я уж не знаю, принадлежит ли компьютер Райту и действительно ли он такой мощный, поскольку компания, которая проводит оценку мощности, отказалась комментировать, как она проводила эту оценку. Но похоже, что компьютер действительно существует. А 1 000 000 биткоинов упоминается в юридическом контракте между Райтом и Клейманом, формирующим секретный биткоин-траст на Сейшелах. В контракте перечислены 5 PGP-ключей, которые должны подтверждать подлинность сообщений при переписке. Они принадлежат Райту, Клейману и якобы Сатоши Накамото. Но эти PGP-ключи поддельные. Не вдаваясь в подробности, PGP позволяет удостовериться, что сообщение отправлено конкретным отправителям. Например, Цикада 3301 подписывала свои сообщения PGP-ключами, чтобы уберечь участников квеста от поддельных сообщений. Контракт между Райтом и Клейманом был подписан PGP-ключом Дэйва Клеймана, и это довольно интересно. Возможно, документ реален, а из этого возникают новые вопросы. Никто, кроме Сатоши, не владеет 1 000 000 биткоинов, а значит, либо Райт и правда Сатоши Накамото, либо он обманывал Клеймана, но зачем? Либо он вместе с Клейманом собирался кого-то обмануть. Зачем? Либо же Райт заполучил ключ Клеймана. Во всех сценариях остаются вопросы. Помимо траста, Райт собирался открыть биткоин-банк, о чем свидетельствует документ, найденный в открытом доступе. Как утверждается, Райт инвестировал в эту свою компанию примерно 1,5% от общего количества биткоинов, добытых на тот момент. И тут либо Райт соврал и смошенничал, либо он действительно майнил биткоин, причем в огромных объемах. В одном из документов, который является стенограммой переговоров Райта с налоговой, он и вовсе заявляет, что долгое время пытался скрыть факт того, что он создал биткоин. Бывшая сотрудница Райта подтвердила, что такая встреча проводилась. Но мог ли документ быть отредактирован или вовсе подделан? Полагаю, что это возможно. В разговоре с журналистами его бывшая жена рассказала, что он уже много лет работает над какими-то электронными деньгами, но не слышала, чтобы он называл их биткоином. И подобных косвенных доказательств, что Райт Сатоши Накамото или же его часть, много. Не обошлось и без отсылок к творчеству Уильяма Гибсона, что вновь нам напоминает о Цикаде, которые тоже явно были ценителями его творчества. Также серьезными уликами были сообщения Райта в его блоге. В августе 2008 года, за несколько месяцев до появления white-paper, Райт написал, что собирается опубликовать такую работу, а также анонс о запуске валюты – биткоин. Но журналисты быстро обнаружили, что эти посты были отредактированы задним числом. Реальные посты в его блоге начали изменять в 2014-м. Только вот материалы журналистов о Крейге вышли в конце 2015-го. Выходит, что если все это грандиозная афера, подготовленная Райтом, то он потратил как минимум 1,5 года на то, чтобы ее подготовить. Как бы то ни было, утечка документов не могла произойти без участия самого Райта, который сфальсифицировал некоторые улики. Позже Райт сам заявит, что он Сатоши Накамото, откажется от этой идеи, извинится и снова назовет себя создателем биткоина. А в 2018-м семья Дэйва Клеймана подала на Крейга Райта в суд. Они обвиняют его в том, что он присвоил себе биткоины,
которые полагались Дэйву. Судебное разбирательство наконец закончено. Присяжные отклонили часть обвинений, но потребовали от Райта компенсацию в $100 миллионов. Ответов на накопившиеся вопросы мы так и не получили. Да и эксперты считают, что присяжные выбирали из двух неверных вариантов. Этот же вывод подтверждает лингвистический стелометрический анализ. Лингвисты заключили, что Крейг Райт не является автором white-paper биткоина. Я не знаю, насколько электронные письма из архива реальны, но если письмо с почтового ящика Сатоши Накамото существовало, как Крейг Райт мог это проделать, если он мошенничал? Во-первых, в 2014-м почтовый ящик Сатоши был взломан, а во-вторых, как вам идея, что Крейг Райт мог использовать свой суперкомпьютер, чтобы подобрать пароль к почте Сатоши? За многочисленные проделки Крейга прозвали «Фейк Тоши». В истории с Райтом остается очень много вопросов, но тем не менее, вряд ли он создавал биткоин. Собственно, как и Дэйв Клейман. Но это был лишь первый подозреваемый. Следующий кандидат – Гэвин Андерсон. Это ранний разработчик биткоина. И вы, возможно, запутались, что за разработчик биткоина, разве не Сатоши Накамото разработчик биткоина? Объясняю. Основу биткоина, версию 0.1, написал Сатоши Накамото. Затем после релиза к нему присоединились энтузиасты, желающие помочь в разработке и сделать биткоин лучше. А в 2011-м Сатоши вовсе передал управление нескольким разработчикам. К 2014 году от кода Сатоши осталось меньше трети. Гэвин Андерсон – один из тех, кому Сатоши передал бразды правления после своего ухода. Именно его он упоминает в своем последнем письме. Если бы эти двое были одним и тем же человеком, это был бы довольно эффектный способ для Сатоши исчезнуть, даже не выходя из здания. Более того, согласно одному лингвистическому анализу, стиль письма Андерсона больше напоминает стиль Сатоши, чем любого другого кандидата. Причем местами опережая сообщения самого Сатоши, оставленные им на форуме Bitcoin Talk. Интересно, не правда ли? В 2016 году Андерсон повелся на историю Крейга Райта и был убежден, что тот Сатоши. Либо Андерсон был доверчив, либо он играл в 4D шахматы, чтобы еще больше дистанцироваться от своего псевдонима. Но, на мой взгляд, достаточно почитать о том, что и как делал Гэвин, и уверенность в том, что он и Сатоши — это один человек, стремительно уменьшается. И несмотря на то, что текст писали они схожим образом, кодили они точно по-разному. Еще одна интересная деталь, о которой почти никто не пишет, заключается в том, что Сатоши Накамото исчез в тот же месяц, как Гэвин Андерсон сообщил, что будет читать лекцию про биткоин для ЦРУ. Сатоши мог взволноваться, что его проектом заинтересовались спецслужбы, и решил исчезнуть. И на мой взгляд, эта история тоже играет против того, что Гэвин — это Сатоши. Забавный факт. Гэвин Андерсон создал первый биткоин-кран в 2010 году. Он раздавал 5 биткоинов всем, кто посещал сайт и заполнял капчу. Что тоже говорит нам о том, что он не Сатоши. Ведь Сатоши Накамото знал, какую ценность будут представлять монеты, и что биткоин — это электронный, драгоценный металл. Он писал первым майнерам, чтобы они не увлекались майнингом, чтобы те не стали чересчур богатыми спустя время. Кстати, за время, что я работал над этим выпуском, у меня накопилось много интересных фактов о биткоине, которые не влезли в это видео. Мне пришлось вырезать половину сценария. Дайте знать в комментариях, если хотите, чтобы я сделал продолжение. Будет очень интересно. Следующий подозреваемый – человек-загадка. Ученый в области информатики и криптографии. Ник Сабо. Я рассказывал о Нике Сабо в видео про цикаду 3301. И если помните, он создавал электронные деньги, и назывался проект BitGold. Gold — это золото, и биткоин ведь тоже цифровое золото. Интересное совпадение. Вспомним еще то, что Сатоши создал биткоин не с первой попытки. Может быть, одной из таких попыток и был BitGold? Давайте рассмотрим улики. Лингвисты изучили стиль письма и темы, которые поднимал Ник Сабо в своих статьях. Они во многом совпадали с white paper биткоина. Лингвисты также заметили одну закономерность. И в статьях Ника и white paper часто встречается двойной пробел. Это может быть паттерн поведения, а может результат использования программы LaTeX.
В апреле 2008 года, за несколько месяцев до первоначального объявления о биткоине, Ник уверенно писал о том, как будет работать BitGold, и попросил помощи в кодировании в комментариях к посту. А после появления биткоина больше не упоминал о том, что ему нужна помощь. Сатоши дважды писал в рассылку шифропанков, с которой Ник Сабо был хорошо знаком. White Paper был написан в форме научной статьи, уважающей все академические условности, что, вероятно, указывает на академика. Ник Сабо, безусловно, умеет писать в академическом стиле. Помимо этого, лингвистический стилометрический анализ показал сильную схожесть их письма. Всего один криптограф из 1000 использовал бы выражение из White Paper биткоина. И это еще по скромным подсчетам. У Ника и Сатоши часто встречаются сложные технические выражения, которые очень редко встречаются. А также схожи другие лингвистические паттерны письма. И это все только результаты анализа. Добавим сюда контекст того, что Ник создавал BitGold, и тогда вероятность того, что он и есть Сатоши, еще сильнее возрастает. Другие два анализа тоже показывают, что из криптографов, работающих над технологиями, применяемыми в биткоине, стиль письма Сабо наиболее близок к White Paper биткоина. Но вот какое дело. За основу для анализа взяли White Paper биткоина, а он отличается от стиля письма, который Сатоши использовал в электронных письмах и публикациях на форуме. В White Paper используется американский английский, за исключением одного слова – favor, в то время как в остальных случаях Сатоши использует британский английский. Во всех публикациях Ник Сабо пишет favor на американский манер. Здесь я вижу три возможных варианта. Кто-то помог Сатоши с написанием White Paper, отредактировав его. Сатоши пишет на британском английском, но зная, что его будут пытаться разыскать, чтобы замести следы, исправляет англицизмы на американские версии, забыв либо специально оставив один англицизм. Над биткоином работало несколько человек. White Paper писал один, а общался с людьми другой. Но этот вариант не подходит. Во-первых, стиль письма хоть и отличается, но тем не менее он все равно почти идентичен. Во-вторых, во всех сообщениях Сатоши о работе над биткоином писал «я». «Я сделал биткоин». За исключением, конечно, White Paper. Ведь это академический документ, а там всегда пишут «мы». «Мы сделали биткоин». Есть еще вариант, но об этом чуть позже. В 2005 году Ник написал пост в своем блоге, где упомянул проблему доверенного третьего лица в транзакциях. Именно эту проблему пытался решить Сатоши. Это была его обсессивная идея, которую он жаждал найти решение. Ник собирался решить эту проблему тем же способом, который использует биткоин, а также сделать монету, защищенной от инфляции, чем и является биткоин с ограниченной эмиссией в 21 миллион монет. Интересная деталь заключается в том, что Ник по какой-то причине изменил дату публикации поста с 2005 на конец 2008. Неужели, чтобы отвести от себя подозрения к причастности к созданию биткоина? По крайней мере, этот бред пишут все подряд, но никто не находит вот этот пост Ника, где он говорит о том, что будет перевыпускать свои старые статьи, чтобы их могли увидеть новые читатели. Вызывают вопросы и другие посты Ника. В месяц запуска биткоина появился странный пост. Попытка нарушить протокол может привести к неприятностям. Некоторые посчитали, что это намек на протокол биткоина. А в одном из интервью Ник оговорился, почти назвав себя создателем биткоина. Скорее всего, это самая обычная оговорка, но интересна и сама фраза, произнесенная Ником. Не вдаваясь в подробности, она, как и некоторые другие цитаты, скорее опровергает нашу теорию, что Ник — это Сатоши. Они по-разному смотрят на биткоин и по-разному относятся к золоту. Многие приводят аргумент, что Сатоши не упомянул Ника Сабо в White Paper, ведь Сатоши же не мог не знать про BitGold. Но похоже, что он на самом деле не знал. Впервые про BitGold ему расскажут через несколько дней после выхода White Paper. И позднее Сатоши даже разместил ссылку на блог Ника на сайте биткоина. Это говорит нам о том, что Сатоши не шифропанк, потому что если бы он им был, он бы точно знал про остальных. Все, кто до этого делал вещи, похожие на биткоин, были шифропанками и хорошо знали друг про друга. Такого же мнения и Гэвин Андерсон. Он утверждает, что Сатоши не был криптографом, поскольку не знал некоторых базовых вещей из криптографии.
Только вот это довольно забавно, потому что сам Андерсон тоже не является криптографом и не знает некоторых вещей из криптографии. И, в общем-то, его тоже в этом, можно сказать, обвиняли. Шифропанк Вэйдай в одном из интервью перечислил навыки, которыми должен был обладать Сатоши Накамото. По его мнению, из 6 названных навыков у Дая и Сабо были только 3. В том же интервью он озвучил интересную мысль. Когда я придумал Бимани, я еще только учился в колледже или только недавно окончил его. А Ник был того же возраста, когда придумал BitGold. Так что я думаю, что Сатоши мог быть кем-то в этом роде. Кто-то молодой, с энергией и временем. Но у Дая и Сабо так и не получилось реализовать свои идеи. Может быть, этим Сатоши и отличается? Он более взрослый и зрелый. Напомню, что у Сатоши было 50 компьютеров. Далеко не каждый взрослый может себе это позволить. Что уж говорить про молодых, которые только учатся и не успели многого достичь. Может, тогда это повзрослевший Ник Сабо создал биткоин? Вэйдай считает, что Ник не стал бы писать ему, что биткоин основан на идеях Бимани, ведь Ник считает BitGold независимым изобретением. Но реальность оказалась куда занимательнее. Изначально Сатоши написал шифропанку Адаму Беку, и тот ответил, что разработка Сатоши напоминает проект Бимани, описанного в статье Вэйдаем. Когда Накамото написал Вэйдаю, он попросил у него прислать ссылку на статью, чтобы сослаться на нее в white-paper. То есть Сатоши даже не читал и не слышал о проекте Вэйдая, а также о проекте Ника Сабо, пока ему о них не рассказали. Что интересно, Сатоши позже напишет на форуме, что создал биткоин на основе идей Вэйдая и Ника Сабо, хотя это явно неправда. Получается, я поймал Сатоши Накамото на вранье. Или же это не вранье, и тогда, возможно, Сатоши Ник Сабо — это один человек? Ведь я еще рассказал не все аргументы. В одном из электронных писем Сатоши писал, что случайно допустил наличие его инициалов в его криптокошельке – NS, ведь на японском его имя писалось бы как Накамото Сатоши. Но это также может быть Ник Сабо, что более вероятно, ведь Сатоши не очень похож на японца с его идеальным британским английским. Да и сама схожесть инициалов, мне кажется, вполне естественной, чтобы Ник придумал такой псевдоним для себя. Как мы уже выяснили, английский у Сабо Накамото различается. И одно дело добавить один англицизм в white paper, если ты американец. И совсем другое дело использовать англицизмы постоянно, если ты привык писать на американский манер. Контролировать такое во время написания 1000 сообщений, я думаю, просто невозможно. Но и Сатоши ведь отвечал не сразу. И я вот что подумал. Мог ли Сатоши написать программу, в которой загружена библиотека англицизмов, и проводить через нее текст, чтобы из американского английский получался британский, а в день запуска биткоина приехать в Лондон, чтобы газетным заголовком оставить ложный след для поисков – британский японец из Лондона. Как вам такая идея? Ведь Накамото мог знать про стилометрический анализ текста и предпринять меры предосторожности. Я долго думал, что white paper изменен, а сообщения реальные и неподдельные. Но что если все наоборот? Что если Сабо гениальный конспиратор, который притворялся, что не знает про проект Бимани и следовал рекомендациям шифропанков написать тому или иному человеку, создавая идеальный образ человека со стороны, который ничего не знает про шифропанков. Добавим сюда то, что Гэвин Андерсон мог соврать о том, что не считает Сатоши шифропанком, да и вспомним, что он сам не был шифропанком. Например, по просьбе самого Сатоши он мог так поступить. Да уж, гадать можно вечно. Ник – человек-загадка. Есть веские причины подозревать его, но также и отрицать его участие. Подозреваемый номер 4 – шифропанк Хэл Финни. Его подозревал даже сам Ник Сабо. Хэл Финни был ведущим разработчиком PGP, той самой, о которой я говорил ранее. Этой разработкой пользовались Сатоши Накамото и Цикада. Хэл давно интересовался криптографическими схемами платежей и даже пытался создавать собственную криптовалюту. Хэл получил самую первую транзакцию в сети биткоина. Сатоши Накамото прислал ему 10 биткоинов для проверки работы сети. Рассмотрим аргументы, которые делают Хэла подозреваемым. Известная лингвистическая компания провела анализ текста Хэла и заключила, стиль письма Хэла и Сатоши похож, причем на тот, что использовался в электронных письмах Сатоши. Но письма от Накамото к Финни больше похожи на письма от самого Накамото, чем на письма Финни. Если запутались, то, проще говоря, стиль хоть и похож, но он разный.
Ну знаете, как Райан Гослинг и Райан Рейнольдс. Перепутать можно, но это разные люди. Исходя из этого, журналист Forbes предположил, что часть публичных сообщений Накамото писал Хэл Финни. Но Хэл отверг все подозрения. Он встретился с журналистом и показал ему свою историю переписок и криптовалютный кошелек. Журналист пришел к выводу, что Финни говорит правду. Ну, к слову, я думаю, что то же самое мог делать Гавин Андерсон, писать некоторые сообщения за Сатоши Накамото. Такое вполне реально. И действительно, наличие переписки между Сатоши и Хэлом, а также содержание писем сильно опровергает теорию. Сомневаюсь, что у Сатоши было раздвоение личности, он общался между собой и собой. Но, как обычно, это не все аргументы. Финни участвовал в жизни биткоина с самого первого дня. Он был первым человеком в Твиттере, упомянувшим биткоин, да и вообще, похоже, он был первым пользователем биткоина сразу после Сатоши Накамото. Финни сразу понял весь потенциал биткоина. Представьте, что биткоин станет главной платежной системой в мире. Тогда его суммарная стоимость сравняется со всеми богатствами в мире. По подсчетам Хэла одна монета стоила бы около 10 миллионов долларов. Но на самом деле больше. Хэл Финни и Сатоши Накамото ушли одновременно. Хэл Финни ушел из PGP Corporation в начале 2011 года. Как и Накамото, который практически перестал отвечать на сообщения в начале года, а 23 апреля 2011 отправил последнее известное письмо. И это совпадение серьезнее, чем вы думаете. В 2009-м Хэлу поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Если раньше он готовился бежать марафон, то в 2009-м его тело начало постепенно отказывать. Постепенно он начал невнятно говорить, руки теряли силы. В 2013-м он, как Стивен Хокинг, был почти полностью парализован и прикован к креслу. Он управлял компьютером глазами. Так что будь Сатоши Накамото Хэлом Финни, то он исчез бы в 2011 году, поскольку уже не смог бы работать над биткоином так, как раньше. Интересно и то, что Финни передал журналистам не все письма, а в большей части был удален заголовок. Впрочем, это может ничего не значить. Все же это личная переписка, и он мог ей вовсе не делиться. Ну и какой ему смысл в фейковой переписке между собой и собой? Зачем там писать то, что не хочешь афишировать? Недавно один из ранних разработчиков биткоина рассказал, что Сатоши использовал Windows. У него не было компьютера на macOS, и он не мог разработать клиент под Mac. Поэтому попросил об этом разработчика. А из твиттера Хэла Финни можно понять, что у него Mac был. Вот такая простая вещь доказывает, что Финни не создавал биткоин. Ну или поленился писать клиент под Mac самостоятельно, в чем я сомневаюсь. Хотя мог из-за болезни также попросить помощи, кто знает. Но есть в истории с Хэлом Финни еще кое-что очень супер странное. Всего в 2 кварталах от него живет человек по имени Дориан Сатоши Накамото. И это наш следующий подозреваемый. В 2014 году журналистка Леа Гудман опубликовала расследование, в котором назвала создателем биткоина Дориана Сатоши Накамото. Он японско-американский компьютерный инженер, участвовавший в создании секретных разработок Министерства обороны США. По словам журналистки, во время их разговора Дориан молчаливо признал участие в проекте биткоин, но отказался отвечать на прямые вопросы. А затем и вовсе заявил: «Я больше не вовлечен в это и не могу это обсуждать. Это было передано другим людям. Они отвечают за это сейчас». Удивительно, ведь последнее сообщение Накамото звучало очень похоже. Но после публикации статьи Дориан заявил, что неверно понял вопросы журналистки. Он был смущен, когда мы задавали вопросы, а его слова были вырваны из контекста. Он подумал, что речь идет про проект, над которым он работал ранее, и не может его обсуждать по контракту. Дориан еще не раз заявит, что не причастен к биткоину. Satoshi Nakamoto is not me. Но недавно журналистка побывала в эфире подкаста, где заявила, что не верит, что Дориан неправильно понял ее вопрос. Она заявила, что Дориан точно понимал, о чем говорит, ведь журналистка обсуждала с ним тему биткоина еще за несколько недель до интервью. Еще одним веским доказательством она назвала IP-адрес. Когда Сатоши Накамото добавил Хэла Финни на сайт для разработчиков, то Хэл Финни увидел 2 аккаунта, принадлежащих Сатоши Накамото.
Один был подключен через анонимный браузер Tor, а на втором был виден обычный IP-адрес. Этот IP-адрес ведет в штат Калифорния, в котором проживает Дориан. Только все журналисты так хотят увидеть здесь связь, что не могут взглянуть на карту. От локации IP до дома Дориана больше 200 километров. Окей, допустим, это не прокси и не VPN, и Сатоши действительно спалил свой IP-адрес. Учитывая уровень анонимности, который соблюдал создатель биткоина, было бы невероятно глупо использовать свое настоящее имя, а глупым этот человек точно не был. Эту же мысль произносит и сам Дориан, утверждая, что не стал бы использовать реальное имя. And of course, if I was a real creator, I will never use my real name. Так что настоящий Сатоши мог жить в 200 километрах от Дориана. Но IP-адрес мог быть просто прокси или VPN. Добавим к этому, что Дориан не был богат. Он не мог найти постоянную работу инженера или программиста в течение 10 лет и работал чернорабочим, учителем и промоутером. А Сатоши Накамото мог позволить себе 50 компьютеров для майнинга. А это очень недешево даже для жителя Калифорнии. Но зато теперь Дориан богат. Доброжелатели присылали ему больше сотни биткоинов. И если он разумно их тратил, он богат. Дориан периодически появляется в качестве гостя на конференциях по биткоину. Очевидно, за приличный гонорар. А криптосообщество полюбило Дориана, поскольку он выглядит дружелюбно. Следом у нас сразу 3 подозреваемых. Информации про них очень мало, и я не понимаю почему. Но обо всем по порядку. Одному журналисту пришла в голову идея. Люди склонны повторяться, и поэтому он начал гуглить различные фразы из white paper, чтобы найти другие источники, где они могли упоминаться. И это сработало. Он нашел сложную фразу. И вот удивительное совпадение. Эта фраза встречается в патенте, заявка на который была подана 15 августа 2008 года, за 3 дня до регистрации домена bitcoin.org. Патентная заявка касается ключей шифрования. Ее подали 3 автора – Нил Кинг, Владимир Оксман и Чарльз Брай. У каждого из них есть еще по несколько патентов, касающихся шифрования и сетей связи. Рассмотрим троицу по отдельности. Чарльз Брай отправился в Финляндию в конце 2007 года, за 6 месяцев до регистрации домена биткоина. А биткоин был зарегистрирован финским провайдером. На самом деле нет, просто об этом все пишут. Биткоин был зарегистрирован с помощью сервиса Anonymous Speech, который позволяет анонимно регистрировать доменные адреса и электронную почту. Почтой именно этого сервиса пользовался Сатоши. А в Финляндии живет Марти Мальми, один из тех, кому Сатоши передал управление, передал ему домен перед тем, как уйти. Чарльз Брай отрицает свою причастность к биткоину. Я зашел на страницу Нила Кинга в Фейсбуке. Почти все его посты касаются либо экологии, либо политики. Есть посты о движении «Захвати Уолл-стрит» и новостях, связанных с финансами. Если Сатоши Накамото есть в Фейсбуке, то я думаю, что примерно так и выглядела бы его страница. Страница человеку, которому не все равно, который глубоко увлекается и вовлекается в темы, которые его окружают. А еще он опубликовал ссылку на документальный фильм Майкла Мура «Куда бы еще вторгнуться». Это не имеет отношения к биткоину, но и я вам рекомендую посмотреть этот фильм. Узнаете много нового. Нил считает, что у биткоина нет никакой ценности. Он также отрицает свою причастность. После этого поста Нил больше не упоминал биткоин, по крайней мере в Фейсбуке. Ну а про Владимира Оксмана и вовсе сказать нечего. Почему-то этих троих словно обходит стороной, не пытаясь побольше о них узнать. Возможно, есть еще какие-то подробности про них, но надо было остановить поиски, чтобы наконец выпустить видео. Если интересно, можете сами погуглить, может что-нибудь найдете. Но так или иначе, Сатоши Накамото изменил мир. Криптоиндустрия очень быстро развивается, привлекает все больше средств и внедряет потрясающие новые технологии. Блокчейн используют по всему миру. Криптотехнологии внедряют крупные компании. MasterCard работает над тем, чтобы мы могли платить криптовалютой как обычной картой. Прямо сейчас многие страны создают цифровые версии своих валют, создаются даже цифровой рубль. И это все лишь верхушка, крошечная верхушка айсберга. Только вдумайтесь, один человек изменил отношение к деньгам в центробанках по всему миру. И это только начало. Биткоин еще очень-очень молод.
И если наложить график распространения интернета и биткоина друг на друга, то мы увидим, что биткоин — это интернет в 1997 году. Только представьте, что нас ждет через 10-15 лет. Поэтому я смеюсь, когда люди говорят: вот бы купить биткоин в 2010 году. Так сейчас и есть такой же 2010. Это не финансовая рекомендация, но модель Stack to Flow показывает цену биткоина в $1 миллион к 2025 году и $1 миллиард к 2038. Знаете, какая единственная вещь, в которой я уверен из всей этой истории? Если Сатоши Накамото еще жив, я гарантирую, он пользуется биткоином. Итак, кто же из подозреваемых Сатоши Накамото? Возможно, никто из них. На протяжении всей моей работы над этим сценарием я постоянно менял свое мнение, убеждался, передумывал и вновь возвращался к кандидатурам. Подозреваемые действительно очень интересные, и возможно, что Сатоши действительно кто-то из этих людей. Но есть и другие кандидатуры, и я думаю, что знаю, кто такой Сатоши Накамото. И может быть, я расскажу об этом во второй части этого видео. Да и дело в любом случае просто в любопытстве. Знать, кто такой Сатоши, просто не стоит, чтобы не подвергать этого человека опасности, как и весь биткоин. Хотя я думаю, что мистер Сатоши мог поступить умно и безумно, уничтожив ключи от намайненных биткоинов, поскольку понимал, что продажа его биткоинов приведет к панике на рынке. Мне кажется, именно так и можно объяснить, почему эмиссия составляет именно 21 миллион монет. Думаю, что Сатоши посчитал, что хватит 20 миллионов, и, зная заранее, что придется свою часть биткоинов уничтожить, добавил еще 1 миллион, который намайнит именно он. Как вы уже знаете, сопоставимую сумму он в итоге и намайнил. И я допускаю, что он мог так поступить, поскольку я вам уже рассказал сегодня, что он знал, что биткоин — это цифровое золото, и что биткоин будет стоить очень много денег. А как мы знаем, он был явно умным человеком. Да и один только факт того, что он до сих пор не перевел на продажу ни одного приписываемого ему биткоина, при условии, конечно, что Сатоши еще жив, вызывает огромнейшее уважение. Я работал над этим сценарием много месяцев, потому что тема оказалась очень непростой и безумно интересной. Поэтому я как никогда раньше очень прошу вас поддержать мой труд, поставив лайк и написав комментарий, а также отправь видео друзьям. Спасибо, скоро увидимся, пока.